После столь долгого перерыва я решил поговорить об этой карте, а вернее ответить на несколько вопросов, что это за карта, зачем она нужна, и некоторые даже спрашивают, когда же я ее уже получу. И на все эти вопросы я отвечу сегодня в этом выпуске. А сейчас ассаляму алейкум. Мы поехали. Что такое ARS Card? ARC Card, или по-другому Application Registration Card, либо еще проще, это карточка регистрации заявки. Эту карту дают просителям убежища. Что же дает эта карта? Эта карта в первую очередь, можно сказать, как она и что-то дает, и что-то не дает. По сути, она ничего не значит здесь. What? Для государства, ну, как, к примеру, возьмем там обычный паспорт, как паспорт, или он не на этом уровне, нет. Но этот документ, в первую очередь, он удостоверяет вашу личность, пока у вас отсутствует паспорт. Второе, это если обратиться за медицинской помощью, она нужна будет. Либо здесь, как поликлиника, как называется GP, чтобы там зарегистрироваться, тоже он нужен будет эта карта. Если вдруг вы захотите пойти и воспользоваться какими-то бенефитами от государства, как для просителя убежища, то тоже эта карта нужна будет. То есть эта карта в основном, она в помощь вам, как просителю убежища. Белка откуда-то орешки ворует и закапывает и здесь. Думает, ее никто не видел, куда она закопала. Раскопать, что ли? Придет такая, прикинь, нету ореха. Других же вопросов, там, пойти обучаться бесплатно, либо что-то еще, этих моментов, ну, как на уровне человека, имеющего вид на жительство в Великобритании, то эта карта не на этом уровне, нет. Эта карта вот чисто как помощь вам, как просителю убежища, в плане того, чтобы где-то предъявить, удостоверить тех людей, что вы действительно проситель убежища, и что вот вы такой-то, такой-то человек, потому что на ней там есть такой же регистрационный номер. В общем, в двух словах, если объяснить, эта карта просто удостоверяет вашу личность при обращении в какие-то органы, какие вы можете, как проситель убежища. То есть она не на уровне, как вид на жительство, к примеру. Это точно такая же карта вид на жительство, она цветом все такое же, только там сверху написано не ARS, а BRP. Сейчас мы посмотрим, откуда она там ворует орешки. А ты воруешь орешки, белка? Таскает отсюда орех, и он под тем деревом, а не, вот под этим закапывает. Обычно эта карта приходит на ваш адрес почтовый, который вы указывали при подаче на беженство. Но существуют проблемы, и об этом все знают, то что эти карты могут приходить и по полгода, кому-то по году, кому-то 3 месяца. То есть обычно они заявляют, что в течение 2 недель эту карту отправят. Ну, по факту, на практике, они приходят. Мне лично она пришла в течение 4 месяцев, по-моему, или 5. И то, что я сделал, чтобы она пришла, расскажу чуть позже. Что переключить, это британский энергетик такой, местный, Lucozade называется. В общем, нужно взять сейчас один дёнер. Вот у меня есть одна кафешка, они бомбу готовят. Я у них постоянно беру, сейчас я у них возьму. Потому что сегодня, если честно говоря, я особо не питался. 4 яйца это не считается едой. Поэтому
я хочу поесть что-нибудь мясного. Барашек с курицей, с рисом, ну, короче, сырым, за 8 фунтов. Я у них беру с картошкой фри, там выходит 7, по-моему. Готовят они вообще бомбово. Thank you. Can you have, please, just one lamb? Lamb dinner, yeah? Yeah. In raw? И шашлыки есть, и эти, ну, по-турецки называется кофте. Бургеры делают они. И салаты добавляют. Thank you very much. Итак, есть два способа, как сделать так, чтобы ускорить процесс получения этой карты. Первый способ, если вам уже отправили карту, и вас уведомили по электронной почте, что ваша карта отправлена, и там будет номер отправки, но карта не пришла. Почему? Потому что курьеры, бывает, приходят, стучат, если они вас не находят, они увозят карту обратно. То есть они не отдают там, кому попало в руки, я так понимаю. Как было, как у меня в первый раз, как якобы они меня отправили, меня не оказалось дома и карту вернули. В этом случае вы заходите на сайт Home Office, все ссылки оставлю в описании. Вы заходите на сайт Home Office, и там есть IRS карт раздел. И там полистайте внизу, и там есть такой пункт, где вдруг, если вы не получили карту, эту форму вы заполняете просто, и все, то есть и отправляете. Вводите все данные, которые там указываются, просят от вас, и отправляйте. Во втором же случае, это когда вы не получили ни уведомления, ничего, то есть вот просто прошло там 3-4 месяца, ничего, никакой информации нету. Будет ваша карта или нет, в этом случае я вам напишу сейчас вот тут внизу электронную почту. Напишите на эту электронную почту формат такого сообщения. Я такой-то, такой-то человек. Подался такого-то, такого-то числа, но карту не получил. Дайте, пожалуйста, мне информацию по моей карте, получу ли я ее, потому что я обращаюсь во все там инстанции, которые там к доктору, и без этой карты напишите, что меня не принимают. Ну так на жалость как бы надавите, да? На моем опыте, я вам скажу, эту карту вам отправят в течение месяца. Дай бог. Либо вы можете заполнить и эту форму, и отправить письмо на эту электронную почту. Раньше, это сейчас форма выглядит таким странным образом. К примеру, раньше, например, форма была чуть другая. Ты мог просто там указывать в этой форме, что нету, якобы, не пришла. Просто я никогда не получил карту, и все, и отправить. А сейчас они требуют, чтобы в этой форме указали, эту форму заполняли только те, кому было уведомление о том, что их карты отправились, но по каким-то причинам просто курьер не доставил эту карту. Вот таким вот образом можно быстро ускорить процесс получения этой карты. Иначе там просто заявок куча, Home Office работает очень медленно, очень небрежно, и они не будут даже, если даже вы не получили карту и вы об этом их не сообщаете, то им без разницы, они могут вообще никогда не отправить эту карту, просто без нее. Только когда вас вызовут там на второе интервью, вы можете сказать, что я не получил эту карту, и тогда, возможно, вам прям там выдадут ее. А так они даже не будут думать, пришла она вам или нет, пока вы сами не будете двигаться. Такая картошечка. Луказейт. Ну там сахара очень много. Там сахара, представьте, 11 грамм, 12% составляющего это сахар. Вот что они дают. Там, если поковыряться, такие куски баранины, салат, лепешка такая, они ее питой называют, картошка фри. Это вот эти два, получается, где-то около 7 фунтов. Луказейт 1,5-8 с чем-то фунтов. Еще самое главное, не уточнил я момент.
обязательно, когда будете писать письмо на электронную почту, которую я вам указал, то в обязательном порядке это укажите номер своего дела. Узнайте у своего адвоката, если не знаете. А если знаете, то вам выдавали такую бумагу, и на ней написано номер вашего дела. Обязательно введите это номер дела, потому что без этого номера дела, когда будут рассматривать ваше сообщение или вашу заявку о том, что вы не получили АРС-карту, то без этого дела они не поймут, кто вы и что, просто по одному фамилии, имя, отчество. Костик пришел. Собаку зовут Чикен. Курица. Просто собаку назвали курица. В общем, я надеюсь, я сегодня разложил, минимально ответил и объяснил, что такое ARC-карта. Это регистрационная карта беженца. Что нужно сделать в случае, если вы ее не получили. Я надеюсь, с этого видео вы получите пользу. Я сейчас покушаю. Сегодня поеду еще, у меня хиджама. Если получится, покажу, как мы ее делаем. Если нет, то до скорых встреч, до новых видео. В последнее время очень сильно на виду